Значит, около года назад я участвовал в чемпионате модельного ракетостроения. Обычно на моделях ракет располагается бортовая электроника, у которой есть гироскоп и акселерометр. Собственно, в процессе полета данные из гироскопа и акселерометра записываются, а потом анализируются. Ну и собрав и чуть-чуть поанализировав эти данные, я подумал, что было бы прикольно сделать прогу, которая отрисовывает положение ракеты в пространстве в каждый момент времени. Ну и делает такое забавное видео. Я накидал простую прогу, которая просто суммирует эти углы по угловой скорости. Ну и вроде что-то получилось, никто не заметил даже никакой ошибки. Но спустя примерно год меня как громом поразило, что этот подход оказался совершенно неправильным. Пусть у нас есть наша начальная система координат, будем называть ее земной. И также есть система координат, жестко связанная с ракетой, будем называть ее связанной. Угловая скорость приходит нам в координатах связанной системы координат. Но угловая скорость, она обозначает вращение системы координат. То есть, если у нас в один момент времени угловая скорость приходила в одних осях, то в другой момент она приходит уже на другие оси повернутой системы связанных координат. Итак, давайте сформулируем задачу. Имеется угловая скорость в связанной системе координат в каждый момент времени. И наша задача рассчитать из этого положение объекта в земной системе координат в каждый момент времени. В создании видео мне очень помогли статьи из цикла статей про кватернионы на Live Journal. Ссылку на них оставлю в описании. Так, сейчас я вкратце опишу кватернионы и основные операции над ними. Кватернион – это такой математический объект, который представляет скалярную и векторную часть. А вот если вкратце, то поворот записывается следующим образом. Вот эта скалярная часть показывает угол, на который мы поворачиваем наш объект, а векторная часть описывает ось, вокруг которой мы поворачиваем тело. А если более конкретно, то формула кватернионного поворота выглядит вот так вот. Где тета – это угол, на который мы поворачиваем наше тело, а лямбда – это ось. Также принципиально важно, чтобы модуль вот этого кватерниона, то есть его длина, была равна единице. Так, вот так выглядит кватернион поворота. И тета – это угол, на который мы поворачиваем наше тело вокруг оси лямбда. А сложение и вычитание кватернионов производится почленно. Это нам не очень важно, это не будет пока использоваться. А умножение выполняется по такой формуле. А умножение кватернионов выполняется по такой формуле. И вот это у нас, это скалярная часть, а вот это векторная. И оказывается, что умножение кватернионов не коммутативно, то есть АБ не равно БА. Вот так вот. При этом для работ с поворотами также важно, что модуль кватерниона, ну вот условно его длина, равнялась единице. Еще обозначим такое понятие, как сопряженный кватернион. Пусть у нас есть кватернион лямбда. Сопряженный к нему будет тот же самый, только с векторной частью с противоположным знаком. И получается такое свойство, что лямбда на лямбда сопряженный – это модуль лямбда в квадрате. И вот, имея все это, поворот какого-то вектора x будет записываться таким образом. Так. И учитывая все это, выходит так, что поворот какого-то вектора x будет записываться таким образом. Лямбда x на лямбда сопряженная. При этом x – это кватернион с только векторной частью. Подробнее об этом можно будет почитать в цикле статей в описании. А если у нас есть несколько поворотов, то кватернионы, описывающие поворот, просто перемножаются. Например, у нас есть один поворот, затем второй, затем третий. А общий кватернион у всех этих трех поворотов будет вот такой вот.
То есть самый первый, он самый правый, дальше второй и третий. Так, ну а теперь опишем алгоритм интегрирования нашей угловой скорости. Сначала запишем кватернион маленького поворота за какой-то промежуток времени дельта t. Пусть он будет обозначаться m. Это 1 плюс 1/2 омега дельта t. Омега тут это вектор. 1/2 тут берется вот из этой формулы, потому что тут угол делится пополам. Ну и в приближении маленьких углов синус это, ну, практически этот угол и есть. Этот кватернион маленького поворота у нас идет в связанной системе координат. Я его обозначу up, то есть аппаратус. Дальше пусть у нас имеется какой-то кватернион, который описывает ориентацию связанной системы координат относительно неподвижной. Дальше ведем кватернион лямбда, который описывает поворот из связанной системы координат в исходную. В нулевой момент времени это все совпадает, поэтому он просто единица, то есть нулевой поворот. Дальше переведем с помощью этого кватерниона лямбда вот это m с системы связанной в систему исходную, то есть земную. m gnd лямбда m up лямбда сопряженная. Вот. Лямбда m лямбда m up лямбда сопряженная. Вот. И дальше обновим этот кватернион лямбда, то есть лямбда t плюс 1 равно. И нам нужно как-то добавить этот поворот небольшой в земной системе координат к кватерниону лямбда. То есть у нас сначала поворачивается на лямбда, а потом еще на маленький поворот. То есть лямбда у нас самая правая, и тут идет mgnd. Вот так вот. Дальше подставим просто эту формулу. И как мы видим, тут у нас получается лямбда сопряженная на лямбда. А как мы вот по этой формуле видим, это просто квадрат его модуля. Это просто квадрат его модуля. А так как кватернион у нас единичный, у нас вот это получается просто единица. И того получается лямбда m up умноженное справа. То есть сначала у нас небольшой поворот в связанной системе координат, а потом мы большим поворотом переходим в земную систему координат. И таким образом мы обновляем наш следующая лямбда, то есть это лямбда tt. И также из-за неточностей в численном методе вот на каждом шаге можно вот этот кватернион нормализировать, то есть сделать так, чтобы его длина все время равнялась единице. Эта функция уже есть во всех библиотеках. Так, ну а теперь предлагаю перейти к реализации на Python. И давайте перейдем к практической части реализации вот этого алгоритма. Тут у меня плата на STM32. К ней подключен акселерометр и гироскоп МПУ 6050. У нас будет использоваться только гироскоп. Вот тут инициализация, тут описание регистров, тут функция инициализации. Я это взял с интернета, возможно, тоже об этом видео сниму. Вот тут оно инициализируется. Тут получает данные по шине I2C соответствующих регистров и просто из printf им отправляет. С задержкой 25 миллисекунд. Давайте покажу, как все работает. Вот как мы можем видеть, данные идут. Так, и теперь я сейчас покажу скрипт на питоне, чтобы это все обрабатывать. Тут сначала подключаются библиотеки. Вот самое главное это PyQuaternion, в пипе она есть. Дальше ищется свободный порт, компорт, и к нему подключается baud rate 115-200.
А дальше тут для отрисовки небольшие функции вспомогательные. Это для прогресс-бара. Делается 3 вектора просто VZ, VX, VY. Z, соответственно, компоненты единица, остальное 0. Создается кватернион, который описывает ориентацию земной системы относительно связанной. 3 вспомогательных массива. Дальше длина, сколько будем фрагментов записывать, и длина для сэмплинга. То есть вот что такое сэмплинг, я так его назвал. Он просто вот тут вот суммирует показания, а в конце делит это все на длину. То есть это чтобы убрать просто дрейф гироскопа. Такая базовая очистка. Дальше как тут приходит прием строки. Декодируется на UTF-8. Тут просто убираются символы, такие как вот N. Тут это просто приводится к флоту, делится на gyroscale. Это у нас 1 делить на 52,3, чтобы в радианы перевести. Ну и, в общем-то, все. Тут exception просто, чтобы некоторые строки с ошибками приходят, чтобы их не обрабатывать отдельно. Дальше основной цикл, тут все то же самое. Вот, гироскоп. Дальше, если длина гироскопа это 3, а у нас омега, то есть угловая скорость, это вот приводится к NP-array с гироскопа минус gyro-bias. Gyro-bias это то, что вот тут было записано. Дальше просто прогресс выводится. Считается разница по времени. Она порядка 50 миллисекунд я устанавливал для тестов. Но она в коде сдавалась в STM32 IDE. Так, вот тут создается кватернион маленького перемещения, то есть у него скаляр единица, а вектор это 1/2 умножить на dt умножить на омегу. Омега, вот она. Дальше у нас дается изменение нашему кватерниону ориентации, то есть он справа умножается на вот этот m-up, как по формулам было. И потом он нормализуется, чтобы у него модуль не уезжал, потому что так он с каждым циклом чуть больше и больше становится. Дальше VZ, это я просто вектор VZ, который на ось Z единица, по всем остальным осям 0, поворачиваю с помощью функции rotate. И его компоненты записываю соответственные массивы для дальнейшей отрисовки. Перейдем к отрисовке. То есть тут просто скаттер 3D точку ставит и также рисует линию, в которой эта точка прошла. Делает анимацию. Вот перейдем к демонстрации. Так, ну и продемонстрирую. Запускаем скрипт. Датчик лежит спокойно. Все, гироскоп отфильтровался. Теперь просто его так шевелим. А вот тут наблюдается такая проблема, что отрисовка в реальном времени не может воспроизводиться, потому что библиотека Matplotlib не очень для этого приспособлена. Из-за этого сначала у нас собираются данные, а потом рисуется видео. Вот тут короткая демонстрация, как это все работает. Слева то, что выдала программа, справа вид в реальной жизни. Как мы видим, движения совпадают. Ну и имея уже готовый алгоритм по интегрированию угловой скорости, мне все же удалось получить ориентацию ракеты во время полета.